Авиакатастрофы. 11 августа 1979 года в 13 часов 35 минут в районе Днепродзержинска в воздухе столкнулись два самолета Ту-134. В одном из них в Минск на игру чемпионата СССР по футболу летела популярная ташкентская команда «Пахтакор». Самолет управлялся белорусским экипажем. Другой пассажирский Ту-134 под управлением молдавского экипажа летел в Кишинев. «Пахтакор» был крепким орешком. Две главные его звезды, полузащитник Михаил Ан и нападающий Владимир Федоров, привлекались в сборную СССР. Если не в текущем сезоне, то в следующем от «Пахтакора» ждали рывка. Устройство современных самолетов с каждым годом становится все более технологичным. Сейчас автопилот в самолете — это масштабный программно-аппаратный комплекс, который разработан специалистами разных IT-сфер. И эта сфера сейчас показывает активный рост. В IT постоянная нехватка кадров и высокие зарплаты. Одна из самых востребованных профессий в IT — это Data Science. Data Science — это анализ и обработка данных, включая все, что связано с нейросетями. Сейчас активно применяется сбор данных о пилотах и их последующий анализ с применением нейросетей. Все чаще подобные нововведения появляются в авиации и не только. В 2016 году Аэрофлот внедрил систему диагностики и прогнозирования технического состояния узлов и агрегатов своих воздушных судов с применением инструментов Data Science. С борта самолета в наземные службы автоматически поступает информация о его техническом состоянии, чтобы задолго до поломки знать об износе деталей. Чтобы быть востребованным специалистом, рекомендуем пройти обучение Data Science в школе Skill Factory. На курсе вы научитесь создавать искусственный интеллект, обучать нейронные сети, анализировать данные и, самое главное, строить прогнозные модели. А за такие навыки работодатели готовы очень хорошо платить. Курс заточен под создание у вас мотивации, чтобы вы не забросили учебу через пару месяцев. Здесь вы получите фундаментальные теоретические знания и очень много практики. 80% времени будете тратить на отработку полученных знаний на реальных кейсах. На курсе вы можете учиться в своем темпе и даже поставить курс на паузу, если уезжаете, например, в отпуск. В Skill Factory есть карьерный центр, который поможет сменить нелюбимую работу на профессию будущего, приносящую как удовлетворение, так и высокую оплату. Уже после обучения вы сможете претендовать на должность middle-специалиста с зарплатой от 130 тысяч рублей. Если еще думаете, идти ли в Skill Factory, посмотрите отзывы в Гугле и на других независимых сайтах. Там много хороших развернутых мнений, которые говорят о высоком качестве обучения. Мы договорились со Skill Factory, чтобы дать вам максимально возможную скидку 45%, которая будет действовать до конца месяца по промокоду AIR. Поторопитесь. Skill Factory — ваш прямой путь в IT-профессии. Реконструкция событий. 11 августа 1979 года, 7 часов 50 минут утра. В Харьковском диспетчерском центре, характеризующемся высокой интенсивностью полетов, заступает на дежурство смена во главе с руководителем полетов Сергеем Сергеевым. Он назначает на юго-западный сектор малоопытного диспетчера 3-го класса Николая Жуковского. Контролировать его работу должен диспетчер-инструктор Владимир Сумской. 12 часов 54 минуты. Из Воронежа в Кишинев вылетает Ту-134 под управлением молдавского экипажа. Спустя 15 минут белорусский Ту-134 с футбольной командой на борту вылетает из Донецка в Минск. В 13 часов 17 минут на связь с диспетчером Николаем Жуковским выходит молдавский экипаж и докладывает о полете на эшелоне 8400 метров, расчетное время пролета контрольных точек и просит разрешения набирать высоту 9600. Харьков, 65816, 8400, Волчанск, 22-я, Красноград, 28-я, Траверс Никополя, 43-я минута, 9600 прошу.
Это 65-816 докладывал? Так точно. Понял вас. Следуйте пока 8400. Вас понял. Николай Жуковский оставляет самолет на высоте 8400 метров, но наносит себе иные данные, нежели те, что сообщил экипаж. По графику Николая интервал между пролетами белорусским и молдавским самолетами точки пересечения воздушных трасс составляет 3 минуты. Но в действительности они сближаются так, что должны разойтись с интервалом менее минуты. Молдавский Туполев вновь просит подняться на высоту 9600. Жуковский не разрешает, объяснив, что там в попутном направлении летит другой самолет. Через 4 минуты они в третий раз запрашивают набор 9600. Харьков, 816. У нас интервал с попутным на 9600 55 километров. Разрешите нам набор 9600? 816. Пройдете Красноград, посмотрим. Хорошо. Трижды отказав молдавскому Туполеву, диспетчер оставляет его на высоте 8400 метров. Хотя просьбу экипажа можно было удовлетворить, ограничив его скорость до скорости летящего впереди самолета. На связь выходит белорусский Ту-134 с футбольной командой на борту. Харьков 657-35 прошел траверс по Росиной с 5700, 9600 подписан. 65-735. Харьков контроль. Подтвердил вам траверс Просиной. Занимайте 7200 пока. 7200 занимаю, 735. Белорусский Туполев докладывает о своем местонахождении, о том, что летит на высоте 5700 и что ему нужен эшелон 9600 метров. Жуковский дает команду набирать пока 7200. Харьков 735. Занял 7200, 25 до Днепра. 735. Харьков. Подтвердил до Днепра 25. Занимайте 8400. 8400 занимаем, 735. Экипаж сообщает, что до Днепропетровска 25 километров и получает указание занимать высоту 8400. Таким образом, он оказывается на одной высоте с молдавским Туполевым. Харьков 65-735. Днепр 8400. 735-м подтвердил Днепр. Так. Пока 8400 до команды. Встречный 9000. Понял, встречный 9000, 8400 до команды. Белорусский экипаж докладывает пролет Днепропетровска. Николай Жуковский, не опознав метку самолета по радиолокатору, подтверждает пролет города. Лайнеры оказываются на одной высоте — 8400 метров. Поднимать выше белорусский экипаж нельзя. Там на 9000 навстречу летит Ил-62. Тому Жуковский тоже не разрешает занять 10200 метров. Белорусский и молдавский экипажи сближаются на одной высоте на пересекающихся курсах. Возникает экстренная необходимость развести их по высотам. Диспетчер-инструктор Владимир Сумской, слыша переговоры Жуковского и наблюдая на локаторе сближающиеся метки самолетов, вмешивается в эфир. Он дает команду Ил-62 подниматься с 9000 на 9600, а белорусскому экипажу набирать с 8400 до 9000 метров. 86-676, займите 9600. 86-676, Харьков, 9600, займите. 735, а вы 9000 займите. На Днепродзержинском 8400, пересекающий. Понял. 8400. Это роковой момент. Сумской посчитал, что фразу произнес белорусский 735-й экипаж, который этим подтвердил набор высоты до 9000 метров и информацию о конфликтном борте на 8400. Посчитав ситуацию разрешенной, Сумской отошел от рабочего места Жуковского и больше в эфир не вмешивался. Оба диспетчера не проконтролировали выполнение команд экипажами. На самом деле, белорусский экипаж в эфир не выходил. Важнейшую команду от диспетчера из-за помех не воспринял и продолжал следовать на высоте 8400 метров. До столкновения оставалось 1 минута и 5 секунд. Это время было потрачено на эмоциональный разговор между диспетчерами.
Лайнеры столкнулись в сплошной облачности на высоте 8400 метров под углом в 95 градусов. Через 4 минуты на связь вышел командир Ан-2 Чернов, выполнявший под облаками рейс Черкассы-Донецк. Харьков, 91734. Что-то падает с неба. Харьков, 91734. В районе населенного пункта Куриловка наблюдаю падение частей самолета. По-моему, Ту-134. Один из двигателей упал прямо на пляж, где в субботу с утра было полно народу. Однако, когда облака сгустились и стал накрапывать дождь, пляж опустел. Через 5 минут на него рухнул двигатель, самый тяжелый предмет в конструкции самолета. Площадь разброса обломков составила 3 на 16 километров. Погибли все находившиеся в самолетах 178 человек. Из них 17 — члены молодой популярной команды «Пахтакор». На рейс не попали защитник Анатолий Могильный и опоздавший массажист Анатолий Дворников. Место Могильного в самолете занял травмированный капитан ташкентцев Михаил Ан, который не должен был принимать участие в предстоящем матче. Он приехал провожать команду, и ребята уговорили лететь с ними. Причиной катастрофы были признаны ошибки и нарушения должностных инструкций, допущенные диспетчером Николаем Жуковским, а также диспетчером-инструктором Владимиром Сумским. Дополнительным фактором явилось то, что руководитель полетов Сергей Сергеев неправильно распределил обязанности персонала смены. Это усложнило управление воздушным движением в период, предшествующий катастрофе. Диспетчер Николай Жуковский позволял экипажам, находящимся в его зоне ответственности, неоднократно нарушать правила радиообмена и обсуждать диспетчерские указания. Так, его разъяснение Як-40 по поводу назначения эшелона, оспариваемое этим экипажем, заняли 45 секунд и в самый критический период. К моменту катастрофы интенсивность радиообмена существенно возросла. Появился дефицит времени на анализ и прогнозирование воздушной обстановки. Возникающие накладки в эфире не позволили экипажу белорусского Ту принять важнейшую команду о наборе высоты 9000 метров. Спустя 9 месяцев состоялся суд, на котором диспетчеры Николай Жуковский и Владимир Сумской были приговорены к 15 годам заключения в колонии общего режима. Владимир Сумской отсидел 6,5 лет, после чего был выпущен на свободу за примерное поведение. Николай Жуковский, по имеющимся сведениям, покончил жизнь самоубийством. После случившегося была проведена большая реорганизация диспетчерского состава и рабочих мест. А футбольный «Пахтакор» был усилен за счет игроков других команд. В течение 3 лет ему было гарантировано место в высшей лиге советского футбола, независимо от результата. Авиакатастрофы.